«Настена, Сластена, я тебе шоколадку принесла», — сказала Алена, открыв дверь. Настена не откликалась. В коридоре чувствовался сильный сквозняк, как будто в комнате была открыта дверь на балкон. Это сразу насторожило Алену. Она стала быстро пробираться по темному коридору к приоткрытой двери комнаты, бросающей на пол узкую полоску света. В комнате был слышен телевизор, диктор читал новости. «Мы пока не знаем, откуда они взялись, но ситуация находится под контролем правительства. В Москву введены танки, и они успешно противостоят роботам. По поступающим сообщениям, роботы перестали размножаться, и их численность стабилизировалась на уровне нескольких тысяч. Поступило сообщение о том, что несколько роботов ворвались в здание Института генетики и унесли оттуда коллекцию генетических материалов, замороженные семена растений, сперму и яйцеклетки более 10 тысяч различных видов животных. Еще одна группа роботов похитила из Национальной библиотеки лазерные диски, на которых было записано в общей сложности более 600 тысяч томов книг». Алена распахнула дверь. Ее глазам предстала фантастическая картина. Настена тихо сидела на диване и, разинув рот от удивления, смотрела не на телевизор, а в противоположную сторону. Там, рядом с раскрытой дверью на балкон, стоял робот. Он держал в своей механической лапе книгу и, кажется, читал ее, очень быстро перелистывая страницы. Через 1,5 секунды он долистал ее до конца и поставил на место в книжный шкаф. Алена узнала эту очень старую книжку из библиотеки своего отца. Она называлась «Советский народ. Покоритель космоса». Робот повернулся в сторону Алены. Она увидела, как его глаза телекамеры стали быстро удаляться друг от друга, потом в мгновение остановились, чуть-чуть сблизились, а потом снова стали расходиться. Алена не раздумывала ни секунды. Одним броском она достигла дивана, схватила Настену в охапку и повернулась, чтобы выбежать в коридор. Но путь преградил еще один робот. Он подошел к Алене, максимально сблизил свои телекамеры и уставился ими на красную звездочку, нашитую на ее пальто. Затем учтиво взял Алену под локоть и повел к балкону. Настена испуганно молчала, уткнувшись в материнское плечо и обхватив Алену за шею обеими руками. На балконе первый робот взял Алену за другой локоть. Оба робота одновременно вскочили на перила балкона, и Алена с Настеной на шее повисла между ними. Под ногами зияла 14-этажная пустота. Двигатели обоих роботов включились синхронно. 2 столбика белого огня ударились о перила балкона, оставив на них 2 лужицы расплавленного пластика, и 2 робота поднялись в ночное небо, неся посредине Алену с Настеной. В пустой комнате продолжал говорить телевизор. До сих пор не зарегистрировано ни одного случая нападения роботов на людей, однако правительство не рекомендует московитянам выходить на улицу. Очистка Москвы от роботов требует решительных действий со стороны армии, которые могут оказаться опасными для прохожих.